Сегодня мы будем готовить самый простой рецепт вкуснейшего, безглютенового, бездрожжевого хлеба из пшена и зеленой гречки. Если вы никогда не готовили хлеб, я вам рекомендую начать именно с этого рецепта, потому что он максимально простой. Перемешали, выложили в форму и отправили на час в духовку. С этим справится даже ребенок, поэтому мы приступаем прямо сейчас. Вам нужно заранее с вечера замочить стакан пшена и стакан зеленой гречки водой. На следующий день, перед тем, как будете готовить, вы просто как следует в дуршлаге промываете свою крупу и засыпаете все это в блендер и перемешиваете. Этим мы сейчас и займемся. А пока я загружаю зеленую гречку с пшеном в блендер, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить самые вкусные, простые, полезные безглютеновые рецепты, и не только безглютеновые, на моем канале. Крупу загрузили в блендер, добавляем туда 2/3 стакана или чашки, в зависимости от того, чем вы измеряли свою крупу. Вот этой же посудой измеряем все ингредиенты, и крупу, и воду, да, чтобы вопросов у вас не было. Здесь по одной чашке зеленой гречки и пшена, и 2/3 этой чашки теплой воды. Сейчас все это мы измельчаем в блендере. Главный секрет этого хлеба. Ваше пшено, сырое пшено, которое на ночь было замочено водой, должно полностью измельчиться в блендере. Не должно остаться ни одной крупинки. Если вы видите, что крупинки остаются, продолжайте измельчать. Вы можете делать это в стационарном блендере, например, как у меня, или погружным блендером. Но самое главное, вы должны увидеть, что тесто однородное, ну вот оно такое беловато-серенькое какое-то, да, от крупы, но в нем нет желтых крупинок пшена. Если они остаются, все, вы должны знать, хлеб не получится. Ну, по-моему, это самое простое, что можно сделать. Просто измельчить пшено, чтобы крупинок не было в тесте. Все, это самая главная задача. Больше никаких сложностей в этом хлебе нет. Дальше только перемешиваем. Проверяем консистенцию нашей крупы на наличие желтых крупинок пшена. Абсолютно гладкое жидкое тесто. Выливаем его в миску. Прям внимание на это обратите, потому что это очень важно. Все. Дальше все просто. Тесто вылито в миску. Дальше все просто. Добавляем в тесто 4 столовых ложки растительного масла. У меня оно оливковое. Масло можете использовать любое на ваш вкус. 2, 3 и 4. Сюда же у нас отправляется 2 столовые ложки измельченных семян льна. Хлеб этот веганский, в нем абсолютно нет никаких животных жиров, белков, яиц, молока, масла или чего-то еще. Чайную ложку соли, чайную ложку соды. Помним, да, что хлеб у нас бездрожжевой, без закваски, вообще без всяких заморочек. Абсолютно простой и нереально вкусный. Так, что мы сюда еще не добавили? Ну, подсластитель нам нужен, потому что в любом случае для того, чтобы у хлеба был насыщенный вкус, что-то сладенькое нужно добавить. У меня это сироп из топинамбура. Сироп из топинамбура – единственный сироп, который я использую, потому что он содержит натуральные сахара того самого топинамбура. В сам сироп сахар не добавляется, как, например, в кленовый там, или в какой-то другой. Так, и столовую ложку сиропа топинамбура. Что же нужно еще? Давайте проверять. Мое любимое занятие. Соль, соду положили, муку из семян льна положили, масло, все добавили, осталась столовая ложка лимонного сока. Ой, как пахнет сразу свежестью, лимончиком. Столовую ложку добавили, перемешиваем. И дальше, по вашему вкусу, вы можете ничего не добавлять в этот хлеб. Это будет вкусный серый или черный, я его называла ржаным хлебушком. По вкусу он очень ржаной хлеб напоминает и по плотности своей. Абсолютно, кстати, не влажный, то, что многие не любят в гречневом хлебе. Знаете, если вы покупали когда-нибудь, он такой
плотно, тяжело, влажный. Нет, вкусный ржаной хлебушек у вас получается. Вы можете добавить, вы можете ничего сюда не добавлять. Можете добавить сюда изюм, курагу, любые сладкие сухофрукты или фрукты, которые, сушеную клюкву, например, да, и у вас получится вкусный десертный хлеб. Или вы можете добавить туда любые орешки и семечки, которые вы любите. Я сегодня буду добавлять кедровые орешки и семена тыквы. Давайте тыковки добавим, у меня ее много, и кедровых орешков. И оставим еще, чтобы сверху присыпать. Все это перемешиваем. Мне кажется, можно тыковки зеленые еще добавить. Пусть будет такой у нас зерновой, хотела сказать, хлеб, но это же не зерно, это же орешки и семечки. Так, все. Тесто для нашего хлеба готово, и видите, что это действительно очень просто. А когда вы попробуете его на вкус, вы еще узнаете, как это вкусно. И открою вам секрет. Однажды, когда мы уезжали на целый месяц в путешествие, то я приготовила накануне хлеб, мне его жалко же было выбрасывать, ну и с собой не возьмешь. Поэтому я его просто завернула в пленку и убрала в морозилку. Что вы думаете? Возвращаемся из путешествия. Достаю хлеб, размораживаю его, и у меня вот он вам, пожалуйста, как будто только свежеиспеченный хлебушек. Так что можно, если надолго вы его планируете оставить, можно оставлять храниться в морозилке, ну или в холодильнике. Так, все готово. Дальше что мы делаем? Берем с вами форму. Вы можете брать форму любую. Я этот хлеб пеку всегда только вот в этой жиропрочной кастрюле. Так, смазываем чуть-чуть форму растительным маслом. Я уже говорила, что когда вы хлеб печете, вы слишком много масла не лейте в форму, только чуть-чуть смазывайте, чтобы она была вся промазана у вас маслом. Потому что если масла будет много, то выпекшаяся, запекшаяся корочка пропитается этим маслом и будет вот чересчур маслянистая. Ну, я просто через это проходила, делюсь своим опытом и предупреждаю те ошибки, которые сама когда-то совершала. Вы, кстати, можете писать в комментариях, какие рецепты вы хотите, чтобы я для вас приготовила. И я обязательно все это сделаю, расскажу, покажу, а потом мы вместе попробуем, что у нас получится. Так, смазано. Все смазано. Даже на руках ничего не осталось. Выкладываем тесто в форму. Чем еще хороший этот хлеб? Его не надо не настаивать, не растаивать. Вылил тесто в форму и отправляем в духовку на час. Все, больше никаких хлопот и забот с ним нет. Тесто в форму выложили, отправляем в духовку, которая уже разогрета на 185 градусов на час. Готово! Час прошел, наш хлеб готов, и сейчас мы его будем доставать. Этот хлеб получается всегда, у всех, с первого раза, получится обязательно у вас. И мы сейчас его должны перевернуть, выложить на доску. Хоп! Так легко, да, выходит. Накрываем хлеб полотенцем и дожидаемся, пока он остынет. В последнее время он у меня получается какой-то нереальный вообще цвета корочки, такой аппетитный, что хочется откусить его прямо сейчас. И хлеб я всегда прожариваю, внимание, корочка должна быть прям такая тверденькая, пропекшаяся. Когда полежит хлеб под полотенцем, она будет той консистенции, той структуры, которой нужно. Да, он сейчас остынет, мы отрежем, пошамкаем, попробуем. Накрываем и ждем. Хлеб из зеленой гречки и пшена готов. Приятного аппетита! Ой, корочка какая хрустящая! Самый кайф разрезать свежий хлеб. Внимание! Какая у него структура? Плотная, пропекшаяся, но он легкий.
в отличие от покупного хлеба из зеленой гречки, он легкий, воздушный и много-много тыквенных семечек и кедровых орешков внутри. Феерический хлеб. Сейчас отрежем и попробуем. Отрезаем кусочек. Я так долго его ждала, поэтому кусок побольше режем. Это самое сложное — дождаться, пока хлеб остынет. Сейчас еще тепленький попробуем. Он вкусен просто сам по себе, без всего. Если вы намажете его маслом, паштетом грибным, сальцем соленым, это просто сказка. Простите, я не могу удержаться.